Во-первых, вы даете добровольное согласие на запись и публикацию интервью? Да. Тогда представьтесь полностью, представитесь. Кошлев Сергей Николаевич. Откуда вы? Тульская область, город Новомосковск, Россия. Дата рождения? 7 ноября 91. Угу. Вы мобилизованный. Да. Как это произошло? Когда вас мобилизовали? 2 октября. Что было? Пришла повестка? Да, пришла повестка. Сказали явиться в военкомат. Явился, в этот день не забрали. Сказали, оставьте номер телефона, мы позвоним. Позвонили, сказали 2 числа явиться в военкомат. Явился, меня забрали. То есть, как забрали? Сразу забрали? Да. А вещи? Ну, у меня уже готово все было. Вы все подготовились, да? Понял. И дальше что произошло? Ну, везли в Нижний Новгород. Угу. Там должны были быть как сборы. Ну, оттуда сюда отправили. Как быстро это произошло? 16 числа оттуда выехали. 16 числа. 2 недели. 2 недели вас готовили, да? Нет, подготовки не было. А что вы делали 2 недели? Был один раз полигон с 4 рожками. Ну, стреляли, выстрелили 4 рожка. А остальное время стояли на плацу. На плацу стояли? Да? Показывали, как шконки заправлять. Кантики отбивали? Ну, что-то типа того. Ну, вы срочку служили? Да. То есть эта информация вам не пригодилась, я так понял, после срочки? Нет. И когда вы поехали в Украину? Сразу после Мы вот этих ехали мы не на Украину. Ехали мы в Белгород, Старый Оскол. Как должны были, куда мы ехать. А приехали в Украину. Нам сказали, вы едете в Белгород, Старый Оскол. Ну. На территориальную, типа как охрана, там не охрана. Как она? Сейчас скажу. Ну, блокпосты охранять вам всем говорят. Типа этого, да. То есть на границе России, не вторгаясь на территорию Украины. Понял. Всем так говорят? Всем? Да. Ну, а кто со мной ехал, всем так сказали. Ну, я имею в виду, что из моего опыта общения вот с мобилизованными всем говорят, да и не только с мобилизованными, там и контрактникам многим то же самое говорили, что или вы будете на границе стоять, или даже если за границей, то в безопасной местности что-то там охранять, в общем, водить. Ну, что-то типа такого, да. Понял. Только нам говорили, именно вы будете в России. Это будет происходить, то есть мобилизация вот у нас будет происходить, как военные сборы. Военная подготовка есть после службы, вот, то есть вот такое же и будет. Вас обманули? Да. Честно? Обманули. Дальше что было? Вот поехали вы уже в Украину. Вы уже в Украине. Приехали мы в Белгород, нас посадили в КамАЗы с тентами закрытые. Ну и потом, когда привезли в поле. А зачем закрытыми? Так, чтобы вы не видели, ну, куда вас везут? народу много. А вы понимали уже, куда вас везут? Нет. Вы понимали, что мы едем в Белгород. Понял. Все. Приехали, получается, в поле. Кукуруза. А, нет, не кукуруза, это подсолнухи. Подсолнухи. И получается, от нас с правой стороны уже было сватов 25-30 километров. И нам, как сказали, там и вторая линия фронта. Слушайте, ну туда же нормально ехать по времени. По времени ехать туда, да, мы, наверное, добирались часа, наверное, 2. Всего 2 часа? Да, от Белгорода, вот, всего 2 как мы часа. вышли. Ну, где-то 2, ну, может быть 3. Ну, это очень быстро, ладно, я думал дольше. Хорошо, и все, приехали, подсолнухи. Приехали в подсолнухи в поле, выкопаны окопы трактором, я не знаю чем. Но так как окопы были выкопаны не в том месте, нам сказали, копай в лесополосе. Копали окопы и строили Когда шалаши. было это? Это было 18 Октября. Да. Это было 18-го. Копали окопы, строили шалаши, нахрена не знаю. Там мы пробыли, да, с 1 на 2 ноября нас оттуда забрали на другую сторону, в деревню, в село Новоселово. Новоселовка, как так. Оно уже находилось 15 километров от Сватова. Ну и мы ночью туда приехали, там были мужички старенькие. Сказали, вы нас поменяете, мы здесь 26 дней, вы нас поменяете.
Ну, типа как это. Привели на первую позицию. Позиции не знал даже командир роты. То есть не знал, где мы находимся. Территориально даже не понимал. Приехали, говорит, ничего, говорит, мы тут нормально, ничего нету, говорит, там наши, говорит, там, говорит, украинцы. Говорит, смотреть туда. В итоге получилось. Мы были со 2 числа по 6 число просто под обстрелами минометов, под обстрелами артиллерии. 6 числа? До 6 числа. Под обстрелами Подожди, а вы в артиллерии. плен вообще когда попали? 6 числа. Ага. Были под обстрелами, и обстрелы шли со всех сторон. Игралось, то есть слева направо, справа налево. Вот так вот, ну по кругу просто обстреливали. Обстреливали, как я понял, только наши. Позиции наши были по кругу. Не, ну это если верить диспозиции. Если верить этому, связи не было. То есть командира, как началось, а началось прям серьезное, прям такое, прям чтобы вообще прям голову не высунуть из блиндажа. Это началось 4 числа. Они сказали на позиции, и все, машина подъехала, они уехали. И все, бросили. Я что-то пытаюсь понять. Вот, например, вы, да? Я вот, ну. Вам сказали, что ваши где? Здесь Сказали, наши здесь и здесь. и здесь. Да. В итоге... Вот здесь вот украинцы. Да. В итоге получается, что наши потом по другим словам и здесь, и здесь, и здесь. То есть сами не знали, где позиции наших, Понял. где это просто бросили и все. Смешались в кучу. Да, поняли люди. да. Да? И Никто всё, не знал, и не то есть- понимал, где чьи позиции. Да. Ни Понял. связи, ничего не было. А вот как началось, вот, ну такое серьезное уже прям началось, прям минометы не затихали вот с 4 числа. И вот ротный сказал, говорит, идите на свои позиции. Мы выдвинулись на позиции, они быстренько с комбатом уехали. Удрали, короче. Просто бросили и все. Это вообще как? Как я понял, у нас осталось из батальона 21 человек, который здесь находится. Остальных просто всех завалили. Сколько было всего людей? Батальон, Батальон- я просто гражданский человек, я не В батальоне приблизительно Не помню человек 350-400. В вашем? Да. Ага, ну это много, вроде как. Ну, как для кого? Ну и Конечно. Для Путина, может, и 1 миллион человек положить немного. А для вот, ну вот получается, мы пошли, нас 3 было на позиции. Мы пошли, 3 вышли проверить, где командир, что, ну 2 дня ни туда, ни сюда. То есть мы не знаем, что делать, что не связи. давай, мне просто интересно, вот 350 человек, да, вернемся. Это ж, ну, они что, компактно расположены? Да, мы не знали, где расположен, не знали вообще, кто. Знали свою позицию, где вторая позиция, где это мы уже просто не знали. А на вашей позиции конкретно сколько людей было? 3 человека. Всего 3 человека? Всего 3 человека. Всего И 3 что вы там человека. должны были... Смотреть туда-то, если что-то увидим, докладывать. Не стрелять ни хрена. Приказ просто смотри и наблюдай. Далее. А как ты посмотришь, ты голову высовываешь, у тебя там, блядь, минометы по тебе работают, над тобой птички летают. Ты только высунул голову, и прям около тебя бахают мины. Понимаю, никак. Вообще никак. Там тупо даже, извиняюсь за выражение, поссать нельзя было. Ну, ссалишь как-то. Ну, как приучились. А ну, когда темнело, уже более-менее они успокаивались, ну, ненадолго. Там можно было выглянуть, там подпрыгнуть. И командир роты и командир батальона уехали, так? Да. Они вместе с вами там были? Вас Ну, было их всего 3 видели, человека? их видели. Они перемещались не знали, между вашими? они не знали, где мы. Они не знали, где там 2-я позиция, где 3-я. Они даже не приходили ни разу на позицию. То есть нас Как вы кинули. поняли, что они уехали? А их ребята видели. Их видели? Да, их видела 5-я позиция. Это, получается, была прям... Следующий вопрос. А как вы поговорили с ребятами с 5-й Они позиции? здесь со мной. Ах, вот оно что. А мы, вот когда в плен мы попали, 21 человек. Так. Ну вот, кто живые остались.
Я так понял, что это то, что осталось от батальона со То- всех позиций, или Я я так неправильно понимаю, понял? да. Ага. Нас остался 21 человек. Хорошо, ну ладно, давайте, вот, обстреливают. В общем, сидите вы там втроем в этих своих окопах. Да, блиндажах. мы вдвоем в блиндаже, Андрюха в другом окопе. Ну, рядом там, буквально там через пару метров. Да. Мы смотрим через поле, он смотрит на посадку. Мгм. И получилось так, то, что 5... Не надо микрофон. Понял. Получилось так, то, что 5 числа вечером где-то часов в 6 пошли трое из моего отделения. Ну, мало ли командира найдут, мало ли, может быть, вернется или что. И сказали, мы придем в 12 часов ночи. Вас, если что, поменяем. Мы ждали. Время 12 ночи. Мы выдвинулись вдвоем, одного там оставили, вдвоем выдвинулись проверить, куда-то и наши пропали. Выходим, там, получается, был домик, и около домика подвал, погреб. Мы туда, то есть, поспать отходили. И мы идем к этому погребу, а там просто лежат пацаны мертвые. Ваши? Да, Вы их знали? да, это с моего отделения. У нас с отделения было 6 человек. И Как так лежало получилось? 5 человек. А рядом, получается, они прям кругом лежат. А рядом метрах, наверное, в 2-3 разрыв от снаряда. Прям арка, воронка. Но у Вы же них... говорите, они в подвале. Они вышли, походу, нас менять. Мы их когда потрогали, они еще теплые были. И у них, получается, не знаю, по какой причине они погибли. То есть, видимо, хранения не было от осколка там или что-то такое. А просто кровь из ушей. Ну, а как у меня было, это легкая контузия только у меня была. А у них кровь из ушей, изо рта. Ну, то, что рядом взорвалось, наверное, просто им расплавило, там, не знаю, мозги или что там лопнуло. Давление, недавление. Ну и вот так вот. Потом этот сослуживец побежал опять же по домам искать командира. Опять же никого нету. До утра остались в погребе, утром пришел третий Андрюха. Говорит, я, говорит, понял, что что-то случилось, то, что не вернулись. Говорит, я понял, что что-то случилось, не стал, говорит, выходить, говорит, стал ждать утра, подать, чтобы не идти. А мы как раз утром к нему выдвинулись и встретились прямо вот так вот. Говорю, ничего хорошего, говорю, все, кто разъехался, кто мертвый, кто что. Говорю, спросили, там пенсионерка жила, у нее был первый дом около лесополосы, пенсионерка с мужем жила. Спросили, где, как добраться, там, до Сватова или куда. Говорит, 15 километров вот туда, думали вечером выдвинуться, но не выдвинулись. А что Потому случилось что мы залезли обратно в подвал после того, как узнали, ну, в погреб. Ну и получилось, что уставшие приуснули, приуныли. И получается, просыпаемся от того, что открывается дверь, слышен звук передергивания затвора. И говорят, есть кто, говорит, сейчас летит граната. У него граната в руке, и там еще, блядь, у людей автоматы. Ну что, руки подняли, вышли, подвал узенький, ничего не сделаешь, не это. Вышли, нас в морду окунули, обыскали, забрали паспорты, паспорта, военные билеты, надели маски, перевязали скотчем, отвели. Брали нас в СУ, но там были наемники. Именно, он сам сказал, из Бельгии, один с Америки. Но американец говорит то, что жил в Крыму, где-то в Севастополе, по-моему, Симферополь. Ну, то есть владел английским, русским языком. Когда нас в дом привели, там, то есть через улицу, то там слышали еще голоса. То есть поняли, что еще кого-то взяли. Ну, по Как нам... они поняли, что вы в подвале? Они ходили, осматривали каждый дом. Зачистка была, что, то есть смотрели каждую эту. Ну, а также они смотрели на нас из дронов. Они видели, как мы приехали в ночь. Они нам видео показывали. Как мы в ночь приехали, то есть как мы ехали на БМП.
как просто располагались, то есть они постоянно, это их не птички над нами летали. Не, ну я не хочу там хвалиться, но в принципе вот эта аэроразведка, она у нас как бы работает. Но она работает. И мы знаем, где у нас позиции и где ваши позиции. Ну, а мы ни хрена не знали. То есть такого, что кто-то где-то стоял и эй, Нас, я говорю, просто кинули, я не знаю для чего, просто как статистику. Так своих же не бросаем. Ага. Я в это уже не верю. А верил? Думаю, верил, да. Думал, что-то они делают. Вообще Но такое представление было о российской армии, об этих... вообще нет. По вооружению, как минимум. У них ночное видение, у них тепловизоры. Они могли просто в любой момент нас просто ночью еще слить. Ну, да. Они могли подойти там за 2 метра, там уже ничего видно не было. То есть фонарики не включать, ничего это. Они могли просто, ну все, там положить их и все. Но не было цели вас убивать. Цели не было, но в итоге все-таки они там положили народ. Они, ребята сказали, было 6 человек также, только там где-то в начале деревни. 3 вышли, а 3 кинули эвку, дернули чеку. Сначала одного, первую эвку завалили, 2 живые остались. Потом 2-ю эвку закинули, и тех добило. Ну, есть такая штука, называется правило сдачи в плен. Она закреплена там всякими конвенциями, в общем, Ну, уже несколько конвенций, они там что-то там, что-то такое тоже говорили. Короче, суть в чем? Вот вам сказали, сдавайтесь, выходите. Вы сдались и вышли. Мы вышли, ну а что там сделаешь? Там ни руку, ни вправо, ни влево не потянешь. Я не говорю, что вы что сделали неправильно, вы все сделали правильно. Но иногда бывает такое, что 2 сдаются, а 1 начинает стрелять. А такое было, вот мне ребята рассказали. Не знаю, с какой этой. Капитан был сзади. 4 человека выходило сдаться, а капитан сзади с автоматом. Он эти своих положил и сам лег. Да. Ну вот, рассказывали. Ну вот и так вот происходит вот неудачная сдача в плен. То есть это я для зрителя говорю, кто будет смотреть, чтобы люди понимали, что сдаваться в плен, это надо сдаваться в плен. Это не надо пытаться там кого-то быть там хитрее, чем ты Нет, будешь один, можно что-то пробовать. Ну а это ты свою жопу подставил. Да. И пацанов положил. Такие, а недавно 12 точно так же положил. Вот 12 уже вышли, легли. Ага. А 1 выбежал, по-моему, я не помню, 12 или 9, ну, короче, много. А 1 выбежал и начал стрелять. Ну, а пулеметчик-то держит всех на прицеле. Ну, конечно. И как только кто-то что-то не то, он сразу, ну, он валит, он даже не смотрит. Да. Ну, у него такая задача. Ну, конечно. Там начал один, мало ли там что. А чем отличаются добровольцы от наемников? Вот как вы думаете? Есть какой-то? Добровольцы от наемников, да я думаю, это все то же самое. Ну, смотрите, добровольцы, да, вот когда мы приехали с Сватова, мы вот встретили 2 мужичков, им 54 года каждому. Говорит, ребят, говорит, мы сюда приехали, говорит, добровольцами. Говорит, чтобы у вас подготовка была, и это все. Я им рассказывал, как у нас была подготовка. Он за голову держится. Говорит, твою мать, говорит, Нет, просто короче, отправили. я не знаю, что они там, Нет, я не знаю, что они там за голову типа, держали. сказали, Театр держали какой-то. время. Да, это театр какой-то, потому что вас всех так отправляют без этой подготовки. Я не хочу этого доказывать, просто, ну... Да, я в этом не поговорить. сомневаюсь. Да. Если я сам это все видел глазами, я сам проходил вот эту Да. называемую подготовку. Да. Я имею в виду, что добровольцы и наемники все-таки имеют отличия. Ну, формально. Ну, добровольцы, я думаю, за идею, а наемники за бабки. Все. Это тоже. Это Я из думаю, моральной так. плоскости. А есть из чисто формальной плоскости. Формальная плоскость в чем заключается? Доброволец, он по-любому является членом каких-либо вооруженных сил. Членом, неправильно, я не знаю, как сказать. Короче говоря, его официально записывают в какие-то вооруженные силы. Он имеет военник, имеет контракт, имеет какую-то печать, отметку, что вот он пришел сюда служить. Вот это вот доброволец. Так. А наемник — это человек, который пошел исключительно за бабки. Он никуда не принят официально. У него нет никаких... у него может не быть в военнике вообще никакой печати. И вообще никаких официальных данных о том, что он где-либо принимает участие в каких-либо боевых действиях. Вот просто ничего.
То есть он там где-то подписал, может быть, с какой-то охранной фирмой, типа как вот у вас. Типа как ЧВК вот это? Да, типа вот у вас вот редут какой-нибудь, он подписал в России фиктивный там договор на я охрану, понимаю, что про он что там говорите. устраивается в охранную фирму. Его повезли куда-то в Африку. Он тут же сразу же написал, что никто не несет ответственность за его жизнь. Он тоже снимает всякую ответственность. Ему тупо переводятся бабки, там, например, на карточку, или же он их может налом снять, или кто-то может налом снять. Но он не является официальным военным. По Женевским конвенциям это называется комбатант. Ну, у нас есть один такой, кстати. Здесь. Интересный, кстати, Надо такой будет, покемон. Так с ним, наверное, уже Любомир поговорил. Походу, наверное, Константинов, да? Константинов? Блин, я не знаю. Ну, Любомир разговаривал с каким-то вагнеровцем, он говорит вагнеровец. И тот как раз такой именно, что идейный, что... Я не буду, я стараюсь говорить с теми, с кем Любомир не поговорил. Потому что у нас цель у интервью тоже есть определенная. Для того, чтобы вас показать всех там по максимуму, для того, чтобы вас обменяли побыстрее. И наших, там что-то у нас тоже там есть, люди. Да, обменяли, тоже вчера дозвонился. Чтобы их быстрее, понятно. Да, смысл не важен. То есть, смотри, какой-то француз, или вообще, неважно, кто там у вас был, американец, там, неважно кто, короче. Он приезжает в Украину, подает официальное заявление. Я хочу принимать участие вот в обороне Украины. Его проверяют официальные службы. Он проходит подготовку официальную. И официально включается в состав определенного подразделения. Таким образом, это доброволец. Я понимаю, не заключает там контракт с какой-то фирмой. Да. Нет. С фирмой не контракт, а договор заключают ЧВКшники. Потому что это фиктивная хрень, короче. Вот. То есть в Украине, то, что вот все говорят, наемники, НАТО, там наемники, да, в Украине за Украину не воюет ни один наемник вообще. Вот если брать формально, вообще ни одного наемника за Украину не воюет. Это все официально принятые вооруженные силы Украины по контракту, по военнику, добровольцы. Понятно. Просто чтобы вы понимали. Просто понимаете, какая история? В России сейчас гребут из зон, из тюрем. Да, тут есть такие. Которые... Опять-таки, они вообще формально вообще непонятен их статус абсолютно. Нет, им обещают, им что говорят? Им говорите, вы идете там воевать, да, там кого срока. То есть там полгода послужил, там с тебя амнистировали, сняли с себя судимость, там уничтожили там все дело, то, что ты там находился в тюрьме, вот такое говорят. Это да. Да ладно, это все... Это неправда. Нет, даже если бы это была бы правда, даже представим, что это была бы правда, это все равно человек, наемник за то, что ему там наобещали. Потом с него все сняли, он освободился, все дело сожгли, ничего нет. Но он от этого не стал военнослужащим, он от этого все равно не стал добровольцем. Это все равно человек, который пошел за конкретное благо. Либо за деньги, либо за свободу. Я понимаю, нет, у нас добровольцы именно через военкомат идут. Нет, у вас, вот я только что вот перед вами... 3 человека перед вами был реальный доброволец. Вот он реально добровольец. Он сам говорит, да, я пришел добровольно в военкомат, меня оформили. Добровольцам же тоже платят деньги. Да. Разница-то только... так же, как мобилизированный. Да, разница-то только в том, что тот официально оформлен, а тот нет. И вот в чем самый парадокс. Все россияне кричат про наемников в украинской армии, но при этом, при всем, в их... Не в армии, а на их стороне воюют реальные наемники. Их даже никто не скрывает, о них все знают. Вот эти вот все вагнеровцы, вот эти вот все зэки, это тупо реальные наемники. Вот в чем смысл. Люди, которые за что-то это делают. За что? Я имею в виду ища свою выгоду. Ища свою выгоду и не будучи нигде официально никак оформленным. Меня зовут Владимир, я журналист. Делаем мы такие вот интервью для того, чтобы донести что-то на ту сторону. Чтобы там такие, как вы, просто понимали, что происходит. Вот вопрос. Вы понимали, что происходит здесь до того, как вы сюда попали? И как я понял? Не понимал. В телевизор смотрел.
А именно Что здесь реально происходит? реально не Вот- понимал. Вот и, собственно говоря, и все. Реально не понимал. Как да. зовут вас? Алексеев Алексей Александрович. Алексеев Алексей Александрович. Дата рождения? 1986 Откуда вы? Подмосковье. Подмосковье. Гор- Село какое-то? Деревня? Город Ивантеевка. Город. Ну, это у нас интервью под записи для публикации, понимаете? Понимаете? Значит, вот расскажите, когда вам пришла там повестка или вам ее принесли, да, и что вот после этого происходило? Мне повестка пришла 7 числа, 7 октября вечером. Принесли сотрудник военкомата и сотрудница милиции, полиции. Принесли наручно? Да, домой вечером уже. И сказали на следующий день явиться в военкомат. Всё. Военкомат. Да. Так. Я явился, принес документы, какие понадобились. Ну, военный паспорт, там, водительские права, и все. И на ней посмотрели, записи сделали, даже не видел ничего. Ну, свои данные переписали мои. Ну, все, и сказали 9 числа пойти в военкомат, уже как бы принести, не знаю, рыльный-мыльный с собой, чтобы еду на сутки. Ну, все, и посадили в автобус и уехали. Куда вам сказали, вы едете? Нам не сказали, мы уже поняли, когда мы уже приехали. Мы сутки ехали в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород. Да. Ну вот, и все. Там мы неделю находились. Что у нас было? Ну, ничего не у нас было. Учили нам, как стоять на плацу по 12 часов, заправлять кровати. Ну, и один раз ездили на стрельбище. Все, больше ничего. Нам ничего не говорили, куда мы поедем, куда что будет. Командование ничего не говорило. Так, ну дальше что произошло? Ну все, мы две, вот неделю мы побыли в Мулино. Все, посадили нас в автобус, отвезли на ЖД вокзал. И все, мы 2 суток ехали. Потом мы прибыли, получается, в Белгород. Да. Вот, тоже выгрузили, посадили в КАМАЗ, закрыли тент и поехали. Куда, чего, тоже нам ничего не говорили. Это мы уже потом, когда нас повезли, я даже не знаю, это поселок, село, даже название не помню, даже не знаю. Выгрузили тоже. Подождите, вот я с прошлым разговаривал, ну, вы вроде как вместе с Да, ним да, шли. да, да. И ну, дело в том, что мы его снимали, как бы получилось, что на солнце, и очень плохое качество видео, плюс оно еще размывается. Так что не исключено, что мы их совместим вместе. Ага. Но Я понял. не нужно как бы плясать от его истории, да, Я рассказывайте свою. Я понял, да, я понял, я какие-то понимаю. эпизоды, может быть, возьмем. Он сказал, что вам сказали, что вы будете охранять границы. Вот, Да, стоять, да. вообще стоять в Белгороде где-то. Да, я понимаю, да, был такой разговор. Это уже, как вам сказать, командир отделения или кто-то, лейтенант ротный нам сказал, что мы кто-то там спросил, я не помню, и имя, и позывной, даже не знаю. Ну, кто-то с другой. Он сказал, что мы границу не будем пересекать. Вообще не будем пересекать. Все-таки вам было это доведено. Так. Ну, Вот, но вы ее пересекли. Получается, да, даже и без понятия. Нам сказали, что мы будем около охранять. Как вам сказать об этом? Граница вы будете охранять. Да. Не въезжая, не конфликтовать, типа того чего-то, блин. Вот и все, как я понимал бы. То есть вы рассчитывали на спокойную какую-то охрану, да. Вот и все. Потом вас посадили в тентованные. КАМАЗы, да, КАМАЗ были. Посадили, закрыли тент. Вы не понимали и не видели, куда вы. Никуда не понимал, и зачем мы ехали.
Это уже там кто-то. Я в самом в начале, ну, в конце сидел, блин. Там кто-то впереди говорил, что мы уже пересекли границу. Здесь у всех уже паника. Зачем, почему и вот. А паника все-таки... Ну, кто-то там кричал, зачем, куда, что вы там обманули нас. Вы же сказали, что это будет не пересекать границы, не будем. А вас обманули? Ну, получается, да. Нам же сказали, что... Получается или обманули? Обманули. Угу. Так, и вот начинаются какие-то волнения, да, в машине? Типа. Ну, естественно. То есть Мы люди- же не понимаем, куда едем. И Зачем? что вам отвечают? А ничего, не переживайте, все будет нормально. Все. И вы не переживали? Ну как не переживали? Мы переживали, мы волновались все. А ничего не сделали. Что мы сделаем? Ну, не знаю, что сделаем. Например, вот сейчас одни мобилизованные просто взяли, вышли из вот этого центра подготовки и пошли домой. Вот просто. Развернулись А и это ушли. в Казани, кажется. Вроде бы, да, но я Что-то- точно не буду говорить. Я не помню, по телеку говорили. Да, В воскресенье, что я не помню. да. Где-то Вот говорили. прям все вместе коллективно развернулись и сказали, слушайте, да, это нам не надо вообще. Вы понимаете, у нас в военкомате у нас посадили и сказали, что мы вообще границу не будем пересекать. Мы будем охранять. Нет, я понимаю, но я же Да. говорю, за то, Мы что уже, вы мы пересекли. пересекли уже границу. Да, а он это нам сказали, кто там кричал, что мы границу уже пересекли. Ну вот. И в этом Мы же не момент- знаем, где мы вообще находимся, где мы что, и Ладно. какое село, Ну, какое хорошо. это. И какое было село? Я не знал, в первое село я не знал даже. Нас привезли чисто поле, посадки, все. Выгрузили вот из КамАЗа, когда мы через Мыльино, вот, границу когда пересекли, и ехали, я не помню сколько, но, Ну вот сколько по времени примерно? уже темнело, уже почти ночь была, где-то в 7-6 часов мы, да, темно было, у нас ночью привезли. В 8 по часу. времени сколько вы ехали? По времени я не засекал. Ну, 2 часа, например. Не, ну как, ну почему 2? Не 2, мы уже приехали это в поле где-то, Да. первые. Но уже было очень темно. Мне показалось, что около 8-9 часов. А выехали вы откуда? А во сколько? Засветло. Ну, до обеда точно. Или ну, после так, обеда. Получается, Да. ехали 4-5 часов. Ну да, где-то так. Я по времени не помню, не знаю. Ну. И приехали вы, вот вы приезжаете туда. Приехали сразу, выгрузились, поели, перекусили, грубо говоря, свой комбы. И все, и нас посадили в окоп. Сказали, окапывайтесь, наблюдайте вперед. Все, больше ничего не было. Никаких команд. А там уже были вырытые окопы? Не. Или... были. Честно было. А вы что-то строили еще? Не, мы ничего, мы просто окапывались еще глубже. Там не полностью были, мы нам сказали после. И как долго вы простояли в этих окопах? 2-3 недели мы окапались. 2 недели точно были. Вот. И кто-то еще говорил, что впереди село Сватово. Вот. Сватово и еще 2, я не помню каких названий. Вот. Впереди были города, мы еще наблюдали. Я, насколько понял, за это время, пока вы там окапывались, ничего не происходило? Или что-то происходило? Ничего не происходило. Мы окапывались. Ни прилетов, ни улетов, ничего? Не. Ну, мы слышали где-то вдалеке там. Вдалеке. Да, прилеты там какие-то смеркания было. И вот в один момент вам кто-то приезжает или приходит и говорит: Да, вот мы посидели 2 недели, это точно будет 2 недели. Приезжают вечером уже, говорит, собирайте самые необходимые вещи, там воду, там сухпай, что-нибудь, ну такой самый необходимый. И садимся мы опять в КамАЗ. Так. И тоже все это в ночью происходило.
Мы даже, я не помню, кто это был, офицер, не офицер, у нас все быстро. Вот. Посадили, приехали, тоже где-то выгрузили, я не помню, где это, или там табличка была, или Углич, или еще какой-то, я не помню точно. Вот, выгрузили, сказал, там, идите в посадке, ждите там, ну, следующие указания. Ну все. Приехал ротный на Гусянке. Так. Вот. И нас с вещами посадили на Гусянку. Так. Вот. Потом 20 человек. И мы тронулись. Вот. Тоже уже ночью, уже получается где-то час-два, ну уже посветало под утро. Тоже нас выгрузили. И повели нас, где окопы. Вон. Сказали, сидите, огонь не открывать, это точно. И наблюдайте. Ага. Все. Вот мы, когда мы второго мы уже сидели в окопе, вот, и наблюдали. И ничего, командования не было, и после ночи, утром к нам никто не пришел, нам никто ничего не докладывал, ничего не говорил, связи не было, никого не видели, просто сидели и вперед смотрели, да. И все. И потихоньку кто мог там для себя окапывался еще. И ничего не происходило. Ну вот сутки ничего не было. Мы сидели, всего лишь да. сутки ничего не Ничего происходило. А можно спросить, вот как прошло вот это звание, с которым я общался, не помните? Имя? Да. Серега. Серега. Вот Серега рассказал, что это вот батальон ваш насчитывал где-то 350 человек. Да? Вот в общей, в совокупности вот всех людей, которые там были разбросаны по разным позициям. А их вот на позиции было всего 3 человека, например. У них. На их позиции, да. Вот вас сколько было на вашей позиции? У нас отделение было. Отделение? У каждой, получается как, почему? Первая рота, первая рота, да. И у нас разделили, первое отделение, второе и третье. И они, каждый, по 12 человек, по 11, да, грубо говоря. Вот. Мы впереди стояли, третья рота. Первая рота сбоку, вторая тоже по бокам. Мы впереди. А что вам сказали по поводу того, где находятся? А нам не говорили, это мы потом узнали, что мы находились, первая рота там, с правой стороны, вторая с левой стороны. А где ВСУ? Вам говорили? Нет, нам ничего не говорили. А вам говорили, где ваши еще стоят, другие ваши? Нет. Ничего не. Никто ничего не говорил. У нас, я вам скажу, когда? 6 у нас плен взяли. 3-4 офицера не видели. К нам никто не приходил 2 дня. Никто ничего не докладывал. Мы сидели без еды, без связи. У вас 20 человек там было, да, или сколько? В отделении. Ну вот там, где вот вы на позиции, вот вы говорите, сидели без воды, без связи, вот сколько у вас там было? У нас было 12 человек. 12. Не 12, а 6 человек. 6 человек. 6 человек. 6 человек на позиции. Вот. 6 человек. Мы менялись как же по 6 часов. Вот, второго мы... Кто-то отдыхать ходил? Не ходил, они рядышком лежали, отдыхали. Прям в окопах? Не в окопы, в окопы кто-то ходил узнавать, где кто находится из наших Ну, холодно уже довольно было. Да, прохладно было. Да. Ну вот. А как вам вот по экипировке вашей, вот тепло было или вы мерзли? Как вам сказать? Мы, кто свое повозил из дома, то одевал свое. Можно сказать, что прохладно было. Все равно. Ночью холодно было. Ну, вы все время под открытым небом, получается, находились? Да.
А если дождь или дождя не было за этого? А как-то кто-то с паником укрывался, кто-то шифр находил, укрывался. Мгм. Вот, Понял, и понял, все. понял. Мы иногда и в воде, и это. И вот, получается, вы там стоите. Да, стоим, и сидели, наблюдали, и все, и больше ничего не делали. Командования не было, еще раз повторю, командования никакого не было. Связи тоже. Мы даже не знали, где что, кто находился, где еще наши какие-то рота, мы даже не знали. Вот. И все. И 5-6 начался сильнейший обстрел. Стреляли по нам и наши, и ВСУ. Ну, вот это вот Серега тоже говорил, только я забыл у него уточнить. А как вы поняли, что ваши по вам стреляют? Нам потом сообщили, когда мы... Или, подожди, я уже не помню. Не, нам сообщили, что по нам, кому мы сдавались в плен. То есть вам ВСУ потом сообщили о том, что это да. Мы ваши, уже, ваши да, же да, обстрелы? да. Потому что мы не знали, где наши находились. Ну, и именно я не знал, где находился наши что-то. Да. Был сильнее, 2 дня было Ну, сильнее. он при этом говорил, что вот, например, вот вы находитесь, да, сначала им сказали, что ВСУ здесь, ваши здесь, здесь и здесь, потом кто-то сказал, что ВСУ здесь, ваши здесь, здесь и здесь, то есть никакой четкой информации не было и были, Может, были только слухи. да, может, ему и говорили, нам ничего не говорили. Я понял. Нам уже, у нас это роты разные, получается. Не, ну интересный Просто срез информации просто Да, из я одной вам... локации, из двух разных позиций. Да. Ну, нам никто ничего не говорил, где что находился. Может, командир отделения, может, и кто-то еще знал, блин. Ну, мы простые люди, рядовые. Я Кто? понял. Нам никто ничего не говорил. Может, они и знали. Вот эти. И 2 дня мы даже не вылазили из окопа. Было сильнейшее поле, посадка вся была уничтожена. Вот. Кто-то в село, блин, кто-то в подвале сидел, ожидал этого притишь, ну, когда все успокоятся. Блин. Ну, 6 числа, где-то после обеда. 200-х, 300-х не было еще на тот момент. Это я не видел. Я увидел, когда мы сдались ВСУшникам. Ну, это я понял, я на тот момент спрашиваю. Не, я не видел. Это потом нам рассказали, даже наши, которые пришли из 2-го отделения, нам сказали, что много вот 200-х полегло, когда стали наши долбить, обстреливать. И все. И мы, сколько у нас было, 21 человек, и мы сдались. Ну вот по разному времени. Вот как-то вот, да, это я понял. Вот как-то вы говорите, был сильнейший обстрел, да? Ну, да. А дальше что? Все, мы прилетишь, когда все это успокоил, ну, было и вертолеты, кажется, летели, обстрел был. Из танков, из пушки, это точно было. Еще даже не могу, у меня был такой сильнейший стресс, ну, и немножко контузии. И я немного не соображал, что, где и как находится. Кто здесь находится, с какой позиции. Вот и все. Я просто увидел потом, когда в себя пришел, пришли 6 человек из 2-го отделения. Ну, наши, которые с 1-й роты. Нет, так вы говорите, что контузия, а вот вы как бы теряли сознание, получается, или что? Да. У нас было около окопа, взрывалось. Прилетело. Вы потеряли сознание. Да. Потом очнулся. Да. И что? И ничего, просто кто-то кричал, блин, не вставай, кто-то еще что-то говорил. Да.
Это ваши уже говорили? Ну, да, из отделений наших. Ага, да, и что командир. И все. Вечером уже, когда все перетекло, вот, мы вышли в посадку, ну, найти еще своих. Да. Вот. Получается, сколько у нас было? 12 человек. Пришло второе отделение, пришли люди, 6 человек. Вот и 12 человек, 11. Да, 11. Мы вышли в посадку через дорогу и встретили ВСУ. Как встретили? Они стояли около дороги. Вы их первыми увидели или они вас? Они нас. Они вас увидели. Да. Что сказали? Ничего, мы сложили оружие и сдались. То есть, нет, ну они вам сказали, руки вверх. Не, мы Стой, сами, стреляй. мы сами. Почему? А как почему? Мы, во-первых, и не хотели воевать, мы и изначально даже не стреляли. У нас были рожки, были не пристегнутые к автомату. Дуло. А как же ваш командир роты, командир батальона? Командир роты уехал. Я вам говорил, мы даже не знали, где он находится. И потом уже узнали, что он вообще уехал, бросил нас. Ну, Серега сказал четко, что кто-то с других позиций сказали, что видели, как уезжал командир батальона и командир роты. Вот, он нам потом, когда мы сдались, да, он нам сказал, что командир ротный уехал, бросил нас. Он может видеть, кто-то видел. Но я лично и другие не видели об этом. Так своих же не бросают. Получается, бросили нас, своих. Вот и все. Все, вы сдались, и, собственно говоря, на этом конец истории. Вас взяли в плен, и как бы и все. То есть вы ни разу не выстрелили за все время. Нет, мы и не собирались. Мы же не понимали. Я не пойму, отстегнутые рожки, это прям в окопах вы со отстегнутыми рожками стояли? Да, нам уже сказали, не пристегивай. Почему? Кто сказал? Просто сказал, ротный сказал, что не пристегивай. Тот самый ротный, который потом уехал, сказал, не надо пристегивать рожки? Ну да. Он что, боялся, что вы его застрелите? Да никто, я не знаю. Ну почему. как обосновать? Как понять? Ну я пытаюсь логику. Я вот тоже не могу понять. Я вообще этого до сих пор не понимаю. У нас были автоматы скотчем замотанное дуло. В смысле скотчем замотано было? Для опознания свой-чужой или как? Не, просто нам сказали, что замотайте скотчем или изолентой дуло. Вот. Мы это сделали, замотали. Сам выход? Да, откуда патрон, пуля вылетает. Замотаны. Ну я такого еще не слышал. Ну вот, 500 интервью, но я такого еще не слышал. Серьезно. Да. Ну давайте по секрету, ну зачем? Я вот и тоже не знаю, зачем. Ну ладно, нам сказали, мы замотали, все, мы сидели, наблюдали в окопы. Все. И больше нам никто ничего не докладывал. Ну ладно. Ротный у нас не приходил, никого не было. Мы сами по себе. Связи не было. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вы можете это обосновать, заматывание скотчем. А я даже не знаю, как это можно. Не, это я зрителю говорю, которые будут смотреть. Я говорю, напишите в комментариях, как вы можете это обосновать. Объяснить. Я понял. Потому что я, пока вот так вот, знаете, на ходу не могу представить, честно говоря. Можно чтобы грязь, вода туда не попадала. Я не знаю для чего. Может, чтобы... Для сохранения оружия. Может быть, чтобы это... Не знаю, нам сказали, что это... Замотайте, не пристегивайте. Вы же с калашниковым были? Да, калаши 70.
Ну, калаши, они, в общем-то, единственное, чем хорошие, тем, что они очень выносливые, и им вот эта вот вода, она не особо страшна. Ну это да, это я знаю. Да, то есть их Да. заматывать для сохранения, это такая себе история. Но Но они у кого-то 87-го, у кого-то 91-го года калаши, но они старые. это же новье. Ну, они даже и это... Плохо затвор, блин, передергивались, когда мы на первый стрельбище ездили, когда еще в Мулино были. Да. С таким трудом мы это передергивали затвор. А смазывать пробовали? Все, мы и смазывали, и не смазывали. Это вообще... Кто-то у нас рассказывал вообще, блин, молотком. Они не ржавые хоть были? Ну почему не жак? Мы чистили, их жакали все. Все старло. Они, наверное, сколько лет лежали, блин. Не, было видео, где выдают именно ржавые автоматы мобикам. Не, ну так они, это, по виду они... по виду они не нормально, нормально. А вот внутри все, ну, пожарело. Ну, ладно. И, ну, все, и вас взяли в плен. Зачем вы сюда пришли? Вы можете объяснить? Ваша цель? Не, я неправильно поставил вопрос, потому что вы уже сказали, что вы не знали, как бы, да, и Да, вас да, обманули, да, да. это все уже понятно, утверждено. Какая цель вашего командования? Вашего президента? Чего хочет Россия? Это слишком сложный вопрос. Я даже не отвечу, я даже не знаю, что он хочет. Ваша цель? Домой вернуться. А зачем было сюда ехать? Да, чтобы дома не сесть. А что лучше, А, сесть или погибнуть? Да вот как я тут очутился, да. Я бы сел лучше. Нет, так я понял. Да вообще, сесть не сел. Вот сейчас вернут, я тоже уверен, что там какая-то херня начнется. Короче, смысл простой. Знали бы вы все, как будет. Знал бы, если что здесь, вот что тут вообще происходит, Да. я сюда ни хрена бы не поехал. Я бы любые путя нашел, чтобы сюда не ехать. Понял. Потому что это не война, это мясорубка. Да, это Это настоящая просто война. пушечное мясо. Когда идешь, это пушечное мясо здесь. Тут сражение происходит, не пехота с пехотой. Тут, блядь, по нам лупят из всех этих. Тут у тебя все по тебе только оружие, а вон тут вблизи не видели никого с этим, вот только в плен когда брали. А так тебя Ну, уничтожают просто Так это дронами. такая война. Это... Ну, это сейчас, это современная война. Просто, ну, россияне, они себе почему-то ее как-то иначе представляют. Я понимаю, кино, оно там влияет и все такое прочее. Но это и есть, вот то, что вы говорите, это и есть современная война. Вот он, дрон подлетел, вот он посмотрел, вот сюда прилетело. Вот сюда прилетело, Высокоточное оружие. или же это же сам же дрон скидывают. Может дрон. Ну, у нас кидал пару раз. Ну, и все, и как бы оно так по-другому и, в принципе, и не бывает. Ну, то есть сейчас нет вот этого, что Ну, да, за родину. ура, Да, там, Грудью. кулачный бой, блин, и все прочее. Да, Как бы тут- малоэффективно. Тут именно война техника идет. Техникой, специалистами, Ну, которые могут этими специалисты, техникой которые- управлять, потому что это тоже не так просто. Мы проходим, ну, наши специально выезжают для того, чтобы, например, пройти это обучение в тех странах, которые эту технику предоставляют. Ну, это же тоже не так просто. Ну, я понимаю. А понимаете, почему Украине предоставляют другие страны вот технику, вооружение? Не так много, конечно, как бы нам хотелось, и не такую дальнобойную, как нам бы нас хотелось. Потому что это все уже можно было бы закончить Вот как, как бы давно. я это думаю. Ну, Поставляют сюда эту технику только потому, что бабки отмывают. Эта война идет ради денег. Это я вот убежден. Эти бабки пилят и ваше правительство, и американцы, и НАТО, и, блядь, и Россия. Это тут крутятся деньги, а мы просто... Ну, как это сказать? Статистика. Это все делается из-за бабок. И тут это нет никаких сомнений. То есть у любого можете это спросить. То есть и каждый скажет, как я об этом думаю. Пока крутятся такие деньги. А то, что и вот эта вот идея, вот в это вот я не верю. То, что там... Ну вот, как оно сказать? Для чего поставлять оружие? Что, чтобы обороняться? Оружие уходит, сюда должна в одна целом, партия прийти.
деньги там такие-то выделены, деньги эти пилятся на самых верхах. Правильно? Нет, а пусть все Правильно. пилятся, оружие это нам приходит для Ну обороны. оружие проходит. Ну, пусть все, я же не знаю, я же не конспиролог, знаете, это же конспирология. понятно. Россияне очень любят конспирологию. Им что угодно, вот медом не корми, хлебом не корми, да, только дай вот порассуждать о таких вещах, что где-то там кто-то распиливает, а мы вот тут вот, короче, заложники всей этой ситуации. Вот, ну, это типично вот так вот россияне рассуждают. Мне, ну, эта история, она как бы мало интересна. Мне главное, что, ну, смотрите, какая штука. Россия пришла в Украину Ну, пришла. с оружием на танках, на своих этих Ну, пока, комплексах и всем прочем. Пришла. Нам что делать? Сказать: здрасте, добрый день, забирайте, государство не обеднеет? Ну, стоите в обороне. Ну, мы обороняемся. Нам оружие дают? Дают. Декларативно почему дают? Давайте так, без конспирологии. Декларативно, вот почему дают? Чем обосновывают, что они дают оружие? Не знаю, я не лезу в эту хрень. Да, я знаю зачем. Ну, Вторая мировая война был ленд-лиз, так называемый. Давали Штаты Советскому Союзу тоже оружие. И не только Советскому Союзу. Мгм. Почему? Потому что были нацисты, которые вторглись в Советский Союз, в частности. Поэтому и давали. Сейчас что? Сейчас Россия, которая вторглась в Украину, дают оружие, потому что вторглись, в частности. Вот это декларативно и по факту, и формально, как оно в общем есть. Правда, в России есть еще один миф, жесткий миф, о том, что у нас украинцы будут отдавать за это, наши правнуки будут отдавать за это оружие деньги. Нет. Ну, расплачиваться, то есть как. Да. Условия ленд-лиза следующие. Вот танк нам дали, да? Вот если этот танк вышел из строя, в непригодность пришел в результате боевых действий, все, за него никто ничего не отдает. А вот если он остался как бы в нормальном состоянии, ты можешь его отдать обратно, а можешь за него отдать деньги. Во как. Вот такие вот условия ленд-лиза. Правда, россияне ссылаются на то, что Советский Союз расплачивался со Штатами продовольствием потом, после этого ленд-лиза. Да, ну такое вообще в принципе не слышал. Не, есть такое. Но только прикол в том, что там был подписан закон или договор о обратном ленд-лизе. То есть вы нам это, а мы вам это. Вот в частности, ну и то это не сразу совсем произошло. Так вот, у Украины такого договора не подписывалось, и формально мы должны только вот отдать обратно танк, если мы его не используем. И что, реально думаете, то, что вот эти бабки, которые выделяли вот сюда, да, на оружие, на эти там просто там триллиарды долларов. И думаете, Десятиллиарды. Ну, даже вот так, да, Ну, там как бы не больше, скажем. Да. И что, реально думаете, что Штаты что-то свое не захотят отсюда взять? Нет, Штаты, если так рассуждать, типа вот брать вот вообще в самом глобальном масштабе, Штаты на геополитической арене, естественно, преследуют какие-то свои цели. 100%. Да. Но по сути, вот я вам говорю, что и как происходит, почему дают, что мы за это должны. То есть вот так вот. Да, понятное дело, что, конечно, как любят говорить россияне, сейчас идет война между Америкой и Россией на территории Украины. Ну, по факту так оно и есть. Только тут по факту страдает тоже ваш народ. По факту... Просто, знаешь, я вот так думаю, это выпало, вот это вот место, это выпало точкой соприкосновения, скажем вот так вот. Да. Полем боя, то есть. А где же здесь в таком случае американские войска, натовские войска? Ну вот видел тех людей, Я добровольцев. видел одного добровольцев, двух там. Я понял, если всех собрать в общей сложности, кто кого видел, это составит 1%, максимум 1% от всех воюющих здесь на стороне ВСУ. Но это же ни о чем. Где натовские войска? Если Америка воюет с Россией, где реальные натовские войска? Вот так вот, чтоб вот они зашли. Ну, я не могу на это ответить, так как сам лично не видел. А я знаю почему. Потому что Америка воюет с Россией руками украинцев. Правильно, как еще любят говорить? Есть и такой термин, да. Вот, но это же самая основная как бы идея. Смотри, какая история. Россия приходит сюда, Россия нападает, Россия вторгается, Россия убивает, Россия шлет сюда ракеты.
Мы как бы последнее, о чем мы будем думать, да, что там в России думают, что с нами воюет Америка нашими руками. Мы просто берем и обороняемся. Но то, что в обороне, это я понял. Кстати, вы домой звонили уже, да? Да, Дозвонились? да. Сказали жене, чтобы она вас там занесла в списки пленных, позвонила везде, куда может и так далее? Да, да, знаю. Все, понятно. Потому что это самое главное. Вот, хорошо, зайдем с другой стороны. Еще раз бы пошли в Украину? Нет. Я не собирался даже. Я понял, Сейчас. если бы знали вот все наперед. Прям вот знали все наперед. Ну, Я можно представить. бы сделал все возможное, чтобы не пойти. Хорошо, верите ли вы в какое-то биологическое оружие, в базы НАТО, в то, что на Россию нападает НАТО, в то, что если бы вы этого не сделали, Украина бы вторглась к вам, в то, что, я не знаю, в то, что все вас пытаются захватить и везде вокруг одни враги, что-нибудь такое? Такого ничего не видел. Не, вот ну, я по телевизору считаю. уже о чем-то таком А говорят. по телевизору, может, это фейк, ну как правильно сказать, обман. Я не знаю, и толком я такого новости не смотрю. Я даже не интересуюсь об этом. Что вы можете передать другим вот россиянам, которых могут мобилизовать, как вас? Посоветовать. Вот пришла им повестка. Что вы могли им посоветовать? Ну что я могу? Делать все возможное, чтобы сюда не попали. В Украину, на войну. Погибшие были? Да. Видели собственными глазами? Собственными глазами нет, рассказывали. Среди ваших никого не было погибших? Если- Вы вот это отделением как вышли, так и попали так и на ВСУ. Да. Фартовые, все причем. Да. Те, которые погибли, ну попробуйте вот ответить. Вот за что они погибли? Ни за что. Вообще ни за что. Просто так. Нет, смотрите. Не, просто я так. вас понял. Просто так же ж оно Они, как? Ну, смотрите. Они даже и не за Родину, наверное, ни за чего просто. Нет. Я даже не могу ответить. Вот смотрите, вот есть у вас вот президент, он же главнокомандующий. Да. Он объявляет спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Мгм. Денацификация. Мы у всех спрашиваем, видели ли вы нацистов? Здесь именно. Да. Лично я. Да, вы были, насколько Нет. я понимаю, в 3 городах, или это 3-й город, в котором вы От были? эти. Это 3-й город, Да. в котором вы были. То есть вы проехали ну, пол получается- Украины, увидели. Не надо называть эти города. Я все. Проехали пол Проехали, Украины. да. Да. Но никого ничего пока не встретил и не видел. Вот честно. Не удосужилась. Нет. И получается, и нету. Потому что где я и был, там все нормально относились. Вот мы поэтому же и интересуемся. Потому что президент 140-миллионной страны говорит, объявляю денацификацию. Значит, это подразумевает то, что вас сюда шлют бороться с какими-то нацистами. Правильно? Наверное, получается. Так где же они от нас, от всех прячутся? Давайте их найдем. Я уже не хочу никого искать. Я хочу домой вернуться и все. Это, конечно, здесь мне ваше желание абсолютно понятно. Да. Хорошо, демилитаризация. Это означает разоружение. Разоружили кого-то? Нет. А вас? Нас. Мы сами. Да. Вы сами разоружились. Да. Может быть, он имел в виду, что россияне должны прийти в Украину и разоружиться, демилитаризация? Я даже не Я ответил. понял, это я иронизирую. Да. Но я о другом говорю. Вот он объявляет вот эту вот так называемую спецоперацию. Потом начинается мобилизация через время. Вы видите четкую параллель между объявлением спецоперации и вашей мобилизацией в Украину? Да? Да. Есть. Значит, те, которые погибли,
Они погибли за что? За планы этого человека по объявлению, Наверное. которые он там себе вынашивал в своей голове. Может быть, я не знаю. Я Не, ну логично, отвечу. цепочка логична. Ну, наверное, а так я не отвечу, я даже не знаю. Понятно. Знаете, в чем, что самое парадоксальное в этой всей истории? Ну так просто подумайте для себя. Вам даже не говорят, за что конкретно, Да, вы должны погибнуть. мы даже не знаем за что. Нам уже сказали, что мы не будем пересекать границу. А мы, получается, пересекли, полегли парни, вот. Непонятно за что. Вот и все. Связи не было, командования не было. Но не Америка заставила Россию сюда вторгнуться. И не Америка сюда вторглась. И не Америка вторглась к России. Это сделали вы. При этом, при всем, знаете, что самое интересное? Вам даже целей толком не говорят. Ну вот, спроси любого нашего солдата, меня спроси, любого, что делают украинцы? Ну вас спроси, вы понимаете, что делают украинцы? Понимаю. Они тут обороняют, защищают свою, скажем так, территорию. Да, ну свою землю. К вам бы пришли на вашу бы землю бы, вы бы тоже бы ее, скорее всего, защищали. Почти не Да сомневаюсь. скорее всего, 100%. Вот, ну, то есть действие понятно. Вам что объяснили? Какая ваша цель? Даже задачу? Да. Не-не-не, Не, цель, не. глобально цель, глобально цель. Ничего не объясняю. Ну тут глобально цель, вот берем самую глобальную цель. Защищаем свою землю. Ясно, понятно. Ваша глобальная цель. Что, взять Киев, взять Херсон, взять Запорожье. Да, взять... кстати, до таких-то и не слышно было вообще целях. То получается, что люди гибнут, даже не понимая, Не понимаю, приблизительно за что. Не понимаю, за что. Смысл? Да без смысла. Бумаги, говорю, сделал статистику и все. Ну. Не, ну Путин объявил же денацификацию. Нацистов много видели здесь? Ни одного. И я. А Ни что? одного. А был и в Харькове, был и в Киеве. Ну вот, получается, и во Львове. Не видел, чтобы вот это вот бандеровцы, да? А что бандеровцы? Ну, Ну, допустим, там- я, нет, допустим, нет, я нет. бандеровец. Дальше что делать? Что, на ножи становимся? Ты, блядь, не про то дело. Говорят, нет, они считают бандеровцы, то, что это блядь, какие-то, знаешь, такие существа, блядь, которые везде только кровь видят, ненависть, Да. что-то вот это. Только и Вот давай. майор, который у нас, он говорит, ну вот, он объяснил, что как, да, там, то, что Бандеров, короче, был там патриот Украины, да, там, Ну то да. есть повстанец, скажем, такой. То есть грудью ложился, короче, за идею. Идейный был, чтобы там в Россию, в Украину там не вторгались, да? Он в идее жил независимой Украины, независимой ни Ну, от кого. Да, то есть. Получается, что-то типа, он хотел добиться того, что было на Майдане. То есть, да, вот сейчас, как сказали, право слова, там, свобода слова. То есть, я тут одного спросил, говорю, смотри, говорю, да, он мне что-то начал там, про слова про это говорит. Я говорю, ну смотри, вот ты, говорю, пошлешь, говорю, своего президента на 3 веселые буквы. Говорю, что тебе за это будет? Он говорит, ничего не будет. Вот в это я никогда не поверю. Ну вот никогда не поверю. Он говорит, нет, я прям пошлю прям по прямой, прям на 3 веселые буквы, и мне ни хрена за это не будет. Говорит, потому что вот есть свобода слова. Говорит, а вы напишите бумажку «Нет войне», и вам сразу по шапке прилетит. Ну так он правду сказал. Прям послать, прям вот так президента, и ни хрена не будет. Ну да. Ну идет Зеленский, ты выкрикиваешь из толпы: Зеленский, иди на 3 буквы, и ничего не будет. Тебя никто не будет ловить, за тобой никто не будет бегать. Ну вообще просто ничего не будет, и все. Просто то, что другой вопрос, что так делать никто не будет. Нет, что, ну понятно, нет. Ну, Я именно не то, чтобы кто-то сделал, а вот взаимно за наказание. Наказание. Не будет никакого наказания. Я привожу пример простой. Мы сейчас забрали Херсон, знаешь? Ну, есть такая Ну, история. слышал, что из Херсона войска российские отступили.
Да не, ну как это? Они ушли оттуда, чтобы... И то, как ушли. Половина техники осталась реально, половина оружия осталась реально, половина войск там полегло реально, ну а остальные вышли для того, чтобы они там не погибнуть. Вот. Так что вот эти вот все жесты доброй воли, это пусть там рассказывают по... Ну, я так и по российскому понимал. телевидению. Это когда было, когда почти на Киев, когда пришли, вот по началу полета, по-моему, сказали, типа, отойдем, выдвинуть какие-то военные эти. И тут я смотрел статистику умерших солдат. Я когда уезжал, Ну, смотри как. я уезжал когда, это вот, получается, последний раз я смотрел в сентябре в конце. Показали у нас по телевизору, наших военных погибло 5996, ну 6 тысяч человек, да? Там что-то там около 20, там тысяч раненых. У Украины 41 тысяча погибших, или 69 тысяч погибших. Ого. И там тоже там сотни тысяч раненых. В итоге здесь уже сотка лежит мертвых пацанов русских. 100 тысяч валяется. Это подтвержденных. Это подтвержденный факт. Да. И если бы я не знал, я спросил, знаешь, когда его забирали, я говорю, ребят, говорю, а что с пацанами, говорю, будет? Их заберут, говорит, кто-нибудь? Говорит, мы забирать никого не будем. Говорит, может быть, говорит, наши, если сюда тут сейчас еще вернутся, говорит, они заберут. Я говорю, у вас происходит как-то обмены 200 на 200, ну, грузы погибшими. Говорит, есть такие обмены, говорит, но ваши, говорит, просто они их не делают. Знаешь, кто толкнул обмены грузами вот этими? Вот я и мой напарник. Да? В самом начале, когда у нас уже просто... У нас было впечатление, что вы таким образом, забросав Украину трупами, хотите просто вызвать гуманитарную катастрофу. Когда они просто начнут разлагаться и все вокруг заражать. У нас их загрузили в вагоны и стояли целые Я составы. смотрел видео. Вот это видео мы записывали. И после того, как мы открыли несколько лиц, родственники в России этих людей обратились к вашему омбудсмену, и после этого пошли обмены вот этими телами. А самый первый сегодня, с которым я разговаривал, я не помню, как его фамилия, но с рукой, в общем. Рука у него под этим. А, то пухлый? Да, пухлый. Ну, Руслан. Вот он тоже может, в принципе, рассказать про то, как он шел, и то, как вокруг него одни обгоревшие трупы, и не то, что не забирали 200-х, не забирали даже 300-х. И я не думаю, что он мне набрехал, знаешь. Да там говорили, там, говорит, лежат тела наших пацанов, говорит, их вон собаки жрут, лисы жрут. Ну, реально жрут. Ну, так а что? Ну, есть эти все, ну, все это есть на видео. Это не сильно такие, знаешь, важные видео, чтобы я их там показывал. А вот про свободу слова я хотел бы показать пару моментов. Потому что мне кажется, что ну, это будет демонстрация того, о чем как раз вот ты говоришь. Слушай, вопрос такой, можешь задать? Да? Угостишь сигаретки? Угощу. Но не сейчас же. Закончим. Хорошо. Просто тут присмотрел. Можно вот так, да? Так, как удобно, как лучше видно. Вышел с пустой бумажкой. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Ты понимаешь? А, что ну это происходит? вот это нет войне, вот это, да? Не, они выходили «нет войне», их за это задерживали. Потому Ну что вот в России нельзя говорить «нет войне». Понятно, они поняли, что нельзя выходить с плакатами «нет войне», и он просто вышел, стоит с пустой С бумажкой. пустой бумажкой. Его запаковали. Все, забрали. То есть я не знаю, как там по поводу там президента на 3 буквы послать или еще. Вот такого у нас нет, это точно. Даже близко такого нет. Я понимаю, что Путина в принципе невозможно послать на 3 буквы, потому что в принципе, где бы он ни появлялся, там сначала проходит 200 человек охраны, потом эта охрана оттесняет его от всех людей, и потом он выходит там, где просто тупо никого нет. Или там подсадные люди специальные сидят. Зеленский понятно. после освобождения Херсона приехал в Херсон, поговорил с людьми, поговорил с бойцами. Все это было, все это есть. То на есть видео. вопрос такой, то есть Зеленский здесь все-таки, он находится в Украине. Во-первых, Зеленский в Украине, во-вторых, Зеленский среди людей, во-вторых, если кто-то захочет его послать на 3 буквы, то у него хотя бы теоретически будет такая возможность. Потому что послать Путина на 3 буквы вообще ни у кого нет возможности, потому что его не окружают люди, которые не прошли 100-500 миллионов проверок спецслужбами. И он не находится в кругу людей. Понимаете, в чем суть? Дальше.
Понятно, этого увели. Тут просто нарезка такая. Ну, люди, говорит, могут высказываться. Ну, вот как они высказывают. Действиях наших на Украине. Вот интересный протокол составили. За нет фашизму в протоколе, Говорят, составленном что сегодня, это на самое. пикетчицу Лию Клименко, вышедшую на Манежную площадь с плакатом «Нет фашизму», вот Вызвало составили... невооруженных. Ага. Более того, в полиции также посчитали, что информация о фашизме российских войск имеется в общедоступности интернет-сетях. Вот. То есть, ну, если задерживают за плакат «Нет фашизму», то у меня тогда вопрос, а что это за страна? Может, она фашистская в таком случае? Ну нет, так я не скажу. Фашисты, это вот так скажу, это знаешь, как в детстве было. Там скинхеды и сейчас такие есть. Они есть и здесь. Вот это нацики. скорее нацисты. Вот это да. Фашисты, Они есть- фашисты, это типа как вот, это в Италии зародилось, да, это типа Ну, вот да, как да. вот великое государство, да, какое-то, вот мы крутые, мы великие. Так а разве Россия не так? Ну, смотри, простой пример, Растен, а ты так по-простому разговариваешь. Да, простой ну. пример. Путин садится и объявляет, говорит, я объявляю спецоперацию по демилитаризации. Денацификации я говорить не буду, потому что это чепуха, которую никто понять не может, поэтому мы у вас все время спрашиваем, где нацист. А демилитаризация это типа разоружение. То есть президент одной страны садится с пафосом и на полном серьезе говорит, мы идем вас разоружать. Значит, таким образом он подразумевает, что мы великие, мы крутые, мы там, да, и так далее, имеем право какое-то пойти в чужую страну и что-то там кому-то диктовать. Так это и есть фашизм? По сути. Не, ну по сути термина. А нацизм, да, это чуть-чуть другое. Вот. Но я не Ну а на этом тут, настаиваю, тут и потом не приедешь, говорили, разберешься. тут и не говорили про фашистов, говорили про нацистов. Ну да. Но есть нацисты, есть националисты. Ну, националисты это люди, которые свою страну любят. Да, это все зависит да, от... это разные понятия слов тоже. А насколько они ультра, там не ультра. Вот сейчас вот Москва. Вот женщина вышла, она уже не с пустым листочком, она себе вообще дофига позволила, у нее на листочке написано 2 слова. Ну так и написано, 2 слова. Ну, понятно. Она выходит, чувак ведет стрим, тут плохое качество, потому что это онлайн-вещание. Она к нему подходит, спрашивает, как вы думаете, если вот я выйду просто с плакатом 2 слова, меня задержат? Похоже на постанову. Я понимаю, это похоже на постанову, но смотри дальше. Ну, это большой эфир. Да, это я вырезка понял, я большого понял. эфира. А я видел это. Те, кто, например, не выходит на митинги, кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, снять. Ну, то есть херово слышно, я так Я пытался разобрать. видел такое Она с говорит, YouTube, я видел. она говорит, типа, а если я за спецоперацию, я могу высказываться? Ей журналист говорит, да ну высказывайся, ёп. Вот она высказывается. Ну, раз устраивает, Человек пришел сказать, что я имею в виду, что гребут просто всех. Каждый, кто вообще подошел, в принципе, что сказать, Ну, никого значит, ничего не значит интересует. приказ такой был. Ну, хорошо, Кто приказ подходит такой. к камере. Я понял. Приказ такой. Так Видоразбиратель. мне вообще все равно, какой у вас там приказ, не приказ. Живите как хотите. В Украину просто не лезьте. Здесь Вот другое. и я тебе Просто скажу ты так же, спросил я и про не свободу лез. слова. Я говорю, вот у нас такого вот. Вот такого вот. И Зеленский ни в Кракове, ни в Польше. Более того, он вообще туда ни разу не выезжал с момента начала боевых действий. Он выходил, если бы вы интересовались, он выходил и делал прямые эфиры прямо из офиса президента. Даже тогда, когда здесь в Киеве высаживался российский десант. Правда, высаживался он ненадолго, но высаживался. Это было. И Высаживался диверсионно-разведывательные группы, конечно. И Гостомельский аэропорт. Посмотри, эти все видео есть. Куча вертолетов, 20 вертолетов залетало, высаживались, танки под Киевом стояли 11 километров от моей квартиры стояли. от дома? танки. От моей квартиры, да. 11 километров, я засекал. Потому что там все сожжено вот так вот. Едешь по трассе и вдоль трассы все сожжено просто. Просто все уничтожили, что можно.
И я по навигатору смотрю, до моего дома остается 11 километров, и я понимаю, что вот это вот крайняя точка, где они стояли. Ну вот. А это когда было? Ну вот в самом начале. Самое- Февраль, март, Февраль, март. конечно. Это точно летом даже было. Но это уже было почти год назад. Скоро уже год будет. Ну, уже, да, этим почти, событиям. когда 24 февраля началось же. Да. Мотивация была воевать? Там У нас? Да. Нет. Вообще не. Вообще ни у кого. Хоть один был, который говорил, да рвемся в бой, будем сейчас Не, побеждать кого-то. не. Никто ничего, ни такого не было, ни с кем я общался, не было. То есть все сидели и думали, когда мы уже домой вернемся, как-то так? Да. Риторический вопрос. Много ли шансов на победу у такой армии? Не отвечу, не знаю. Потому он и риторический. Потому что он ответа, в принципе, не требует. Ладно, спасибо вам. Ну, меня свою. спросили, говорит, вот у тебя, говорит, есть какая-то злость, говорит, к правительству, говорит, вот тебе сюда, это вот американцы брали интервью, Красный Крест, когда приезжал. Есть, говорит, какая злость? Говорю, нет никакой злости. Говорю, на них что было до, без разницы, что сейчас. Да, ну, наплевать, потому что что было, тебе, наплевать, что сейчас наплевать. А те, которые погибли, с тобой шли, им тоже было наплевать. Тоже было и наплевать. тоже наплевать. Ну, они уже, правда, уже вот не могут уже плевать, короче, вообще уже ничего не могут. Но им было наплевать не на правительство, им было наплевать на себя. И Ну, в результате они на себя и наплевали. На себя-то им не было наплевать. Ну как же не было наплевать, если на себя тебе реально наплевать. Да, на себя-то почему наплевать? Они меня Потому что спросили, завтра тебя возьмут и снова сюда а отправят. ни хрена не сюда Только не в этот отправят. раз ты уже можешь и Вот, не вот, выжить. вот тут все говорите, сюда отправить. И это же, вот я также скажу, это просто вот опять слова. Ничем не подтвержденные факты, то, что берут тех, которых обменяли. Не, я не утверждаю, я не всё, настаиваю. всё, тогда Я извиняюсь. тебе гипотетически беру пример, что если тебя один раз обманули, сказали, что ты будешь в Белгородской области. Чё я больше оружие Почему в руки тебя не завтра возьму? не могут? Хорошо, ладно, не на себя, а таких, как ты. Да, таких, как я, таких, жалко, как да. я. Ну, значит, но по сути, если ты не хочешь ничего с этим делать, не хочешь ничего менять, то все равно тебе, может, их и жалко, вот по-человечески. Мне их жалко по-человечески, сути. но менять, агитировать, чтобы что-то было. Такое вот, Не, не надо сам. Хорошо, нет, а кто агитирует? Где Ну, просто агитация? говорите, просто вот жалко. Говорит, а что ты хочешь с этим поменять? Что-то поменять, это значит опять куда-то лезть какую-то эту. Пусть, прям кто вот хочет этого, прям хочет. Не просто жалко, как мне, а вот кто хочет, те пусть этим занимаются. Пусть занимаются каждый кто чем хочет. Меня интересует твое мнение человеческое об этом, обо всем. Еще раз пошел бы сюда, если Нет. знал наперед? Нет. Нет. Ты это сказал с самого начала. Есть люди в России, такие же, как ты, которые тоже не понимают, не соображают, но теоретически могут посмотреть наши видео. Я тебе даже больше скажу, 100% посмотрят. 100% посмотрят, потому что смотрят. Вот им можешь что-нибудь сказать? Могу. Пацаны думают своей головой. Пацаны, даже есть дамы, которые сюда приходили. Слышал, был такой. Конечно, и плен брали. 10 раз подумайте, прежде чем сюда идти. А еще лучше 100 раз. 100 раз лучше. Лучше 100 раз. Лучше 1000. Пока 1000 раз будете думать, может Свою голову вам, конечно, не поставишь, но смотрите и думайте. Ну Да. все. Ну Чё все. ещё сказать? Все. Где агитация? Где агитация? Вопрос к тебе. Пошел бы? Не пошел Нет. бы. Пошел, можешь посоветовать, подумайте своей головой. Если они будут думать своей головой, опираясь на твой опыт, то они, типа как должны теоретически, хотя бы 1 из 10, Ну, хорошо, что-то ладно, услышать. 1 из 100 может услышать и сказать, Услышать. да, я что-то не очень сильно хочу. Ну, дай бог, чтобы так получилось. То получается, ты этими Чью-то словами... жизнь, вот. Не это- просто чудо жизнь спас, потому что он же ж не только идет сюда умирать, но он же идет сюда и убивать. А вот это Значит, 2 жизни скажу может так, быть. это уже, не знаю, нужно застрелить человека. А Как шо, должны с этим, как? вышел бы ты Ну, получился бы либо прямой. тебя, либо Да, ты, либо убил себя. бы. А себя как потом вот здесь этим?
А я не знаю как. Ну, Но ладно. человек, который идет в чужую страну с автоматом, зная, что там война, а ты, знаешь, что тут война, Я и знаю, что ты тут. подтверждаешь, что тут война. Подтверждаю. Он должен понимать же наперед, что будет. Что он может не только погибнуть, но и убить. Может убить. Да. Соответственно, если ты отговорил Не одного пришел человека, один, не умрет Да, другой. ну, Не один, но я понял. Я ну, понял, да, хорошо. чтобы не усложнять. Все, тогда спасибо, в общем. Да, вам спасибо. Никакой пропаганды, Да, да, никаких склонений к чему-либо. А вот, как есть разговор. Да.